Привет всем любителям Таро. С вами Елена. Да? Сегодня аркан Отшельник, один из моих любимых арканов. Одиночество или самодостаточность. Если мы рассмотрим этот аркан с позиции того, какое качество нам поможет добиться желаемого результата, о чем этот аркан? О том, что все знают, кто такой отшельник. Он изолирует себя от мира, от всего, чтобы понять, где действительно его истинный путь, где его истинные желания, а не желания, навязанные там, социумом, родителями и так далее. Этот человек не нуждается ни в каких гуру, он способен ни в каких учителях, ни в каких советах. Он сам себе мудрец, у него есть этот фонарик, он сам себе этот путь подсвечивает, он в лишениях, так скажем, себя понял, где его, в чем он действительно нуждается. Вот, человек понял собственную внутреннюю мудрость. Значит, качество, которое из этого следует, которое нам поможет добиться какого-то результата, да, это умение отказываться от всего ненужного, снять вот эту с себя всю шелуху, которая вас тормозит и тянет куда-то мимо своего истинного пути, мимо своих истинных желаний. Умение опираться на себя, на свою собственную внутреннюю мудрость. То есть это самодостаточность. Человек не боится быть в одиночестве, он самодостаточный, ему самому хорошо наедине с собой. Да, если мы рассмотрим это с позиции одиночества, так называется ролик, часто бывает, например, если на вопрос проблемы в отношениях выпадает этот аркан, это говорит о том, что люди живут, каждый сам по себе, у них у каждого свой путь, их в принципе ничего не связывает. Ну, они, например, живут как соседи. Вот. Называется это одиночество вдвоем. Либо, если у женщины, например, там, или у мужчины, какая программа действует в отношениях с мужчинами и женщинами, это страх одиночества, это внутренняя несамодостаточность. То есть лишь бы с кем-то быть, да, вот это лишнее желание, может быть, создать пару, не потому что вы действительно хотите эту пару создать, а потому что так требуют там родители, давят на вас, или вообще, в принципе, вы боитесь в одиночестве быть, вам скучно, вы боитесь оставаться наедине с самим собой, вас это пугает, встреча с самим собой, и вы вот вступаете в отношения ради просто отношений. И в заключение хочу сказать, собственно, что дает эта самодостаточность. Да? Когда человек все понял про себя, это ощущение свободы, это чувство удовлетворения, удовольствия быть наедине с самим собой. Когда я понимаю, в чем я действительно нуждаюсь, и сам себя объективно оцениваю, все про себя знаю. Ну, тут не нуждаюсь ни в ком-то, ни в чьей-то любви, не нуждаюсь в чьей-то оценке, в чьей-то похвале. То есть, естественно, все вот эти газлайтеры, там, абьюзеры, манипуляторы, все они идут мимо, они отскакивают просто. Потому что тут не за что зацепить. Не за что зацепиться. Да? Нами можно манипулировать только за то, что мы придаем в себе вот этой важности. Вот снизить важность того, что люди про тебя думают. Снизить важность вообще самому отношения к себе. Здесь может помочь чувство юмора. Чувство юмора по отношению к себе – это очень такая зрелая, взрослая, самодостаточная позиция. Разрешите людям думать про вас все, что они хотят. Не пытайтесь подстраиваться ни под кого. С этим нужно работать. Вот. Потому что
Ну, вы все равно не сможете повлиять на человека, вы можете только на себя повлиять. Если вы будете там доказывать, что вы не такой и вообще, или пытаться понравиться человеку, будете только предавать себя. Пусть, потому что каждый человек там наедине с собой решает свои проблемы. Вот. Если вы стягиваете все на себя, придаете важность каким-то вещам, побольше юмора к себе, и жить будет легче.